Добро пожаловать в город Хэллоуин. Тыквы и призраки пляшут меж руин. Хэллоуин — это самое подходящее время года, чтобы познакомиться с призрачной сплетницей Спектрой Вондергейст из третьего поколения Monster High. Друзья, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, а мы начинаем! Да, это будет самый веселый Хэллоуин. Монстрики, я уже наколдовала тыковки. Начинаем вечеринку. Ну и какой же кошмарный Хэллоуин без Джека, повелителя тыкв. Поиграем в духов. Всем привет, друзья! С вами Бига. В эту ночь перед Хэллоуином я наконец-то распакую призрачную сплетницу Спектру Вондергейст. Вы все в комментариях меня просили сделать на нее обзор, и этот час настал. Кстати, Спектра уже успела выпустить свою песню. Мне она очень понравилась и скорее меня зазывала распаковать свою куколку. Я нашел вот такую хэллоуинскую композицию, и в этой атмосфере мы наконец-то откроем новую монстряшку G3. Ее коробка, как у всех кукол третьего поколения, с блистером, с картоном и очень красивым гламурным артом. Сразу видно, что Портергейст постарался и красиво нарисовал свою возлюбленную. Может, порисуем? Нет, спасибо. Поговаривают, что он появится в третьем поколении, хотя оказался это совершенно другой персонаж. Надо всем написать, как сильно я разочарована. В коридоре стоят ее одноклассницы, монструозные подружки из второй волны базовых. Я бы хотел приобрести Лагуну, а обзор на Клодин и Дракулауру вы уже можете посмотреть на моем канале. Теперь мы готовы к новому семестру в Monster High. Отличная рефреш-серия, которая дополнена новыми персонажами — Спектрой, Кэти и Венерой. Кстати, обзор на Кэти и Венеру вы тоже можете посмотреть на моем канале. Надо посмотреть. Я очень рад приобретать кукол G3, старых персонажей в обновленных образах, потому что это такая нотка ностальгии. Спектра Вондергейст как будто написано эктоплазмой призрака и ниже ее сердечко в цепях. Спектра в третьем поколении все так же увлечена соцсетями и своим блогом, поэтому у куклы в комплекте есть телефон и планшет. И тогда моя монстра-мама заберет мой айгробик. И все тот же старый и добрый друг, питомец Руэн, призрачный хорек. На боковинке изображены аксессуары, которыми мы дополним образ нашей куколки. Здесь у нас призрачный перекус в виде наггетсов с острым соусом, и Руэн здесь получился отлично. Только мне кажется, это не мальчик уже, а девочка с такими красивыми ресничками. Давайте поскорее распакуем эту призрачную красотку. Открепляем клапаны, снимаем блистерную часть коробки. Вот он наш дух Хэллоуина! Столько цепей в образе, как и подобает Спектре. Друзья, у меня прям мурашки, какая же Спектра красивая. И вне коробки она намного лучше. У нее волнистые волосы. По материалу они напоминают саран, и если помыть, то будут намного лучше. И в целом мне очень понравился этот новый образ, который отсылает к Спектре Хаунд Кутюр. Искусство наш конек. Так как эта Спектра супер новая, почти только что с завода, у нее супер полупрозрачные ручки и ножки. Еще не успели пожелтеть на солнце, как у других моих Спектр. С новой Спектрой в моей коллекции в 2 раза больше призраков. Спустя 10 лет хотелка детства вновь появилась в моей коллекции. Обнять тебя. Вау, все Спектры в сборе. В 2013 году у меня появилась первая Спектра из коллекции Picture Day, но я всегда мечтал о базовой с питомцем. И однажды на день рождения мой друг подарил мне базовую Спектру в коробке. На нее даже есть обзор на моем канале, поэтому переходите по подсказке после этого видео и смотрите обзор. Меня зовут Спектра Вондергейст. Кстати, ее фамилия Вондергейст означает «от духа призрака». Ой, привет, Спектра. Пугание — семейная традиция призраков.
Например, моя прапрабабушка пугала людей на Криктанике. Мы с ней одно лицо, правда? Согласно информации от дизайнеров, у спектра индийские корни, поэтому на цепочке у лба свисает серебряное украшение тика, которое касается лба, а к этой точке в Индии уделяется особое внимание, так как через амулет на лбу в тело проходит духовная энергия. Эй, я тут парю вообще-то. Это мой знак правды. Я больше не буду гнаться за сплетнями, как одержимый призрак. У спектры сиреневые белки глаз с голубой радужкой, что придает жуткий светящийся взгляд. В бликах можно заметить мордашку привидения. Острые скулы, а на губах сиреневая помада. Молот у куклы новый, сделанный специально под персонажа, с скулами и утонченным носиком. У первой спектры был более томный, мечтательный взгляд, и заметьте, что радужка двух цветов. Волосы у спектры красивые, длинные, с мелированием фиолетовых оттенков и голубых прядей. Прическа мне напоминает ту, что была у Ари Хаунтингтон из второго поколения Monster High, это жгутики на затылке. Сверхъестественно! В ушках сережки на цепочке в виде замка и ключика. Это излюбленный аксессуар спектры, сережки в таком же духе встречались у спектры День фото и Горошковой. Только у G3 они такие миниатюрные и детализированные. Кстати, сережки вынимаются из ушек. Уникальная особенность спектры — это ее полупрозрачные руки и ноги, ведь она призрак. Настоящее привидение? Мне нравится этот плавный градиент на запястье, и мы даже видим шарнир кисти. Ее полупрозрачные ножки — это одна из моих любимых кукольных фишек. Давайте поближе посмотрим на образ спектры. Одета она в яркий блестящий комбинезон с принтом серебристых цепей, а сверху пышные рукава с воротником на черной липучке и длинным шлейфом, тоже с принтом полупрозрачных цепей. На плечах нашего призрака тоже цепи, и на спине они перекрещены. На этой синей атласной жилеточке тоже принт цепей. А если умудриться развернуть этот аксессуар, то получится портупея. Кстати, похожая портупея из цепей была у парня спектры, Портера. И хочу подметить, как же ей идут цепи от спектра из коллекции «Призрачно». Я собралась на концерт Сабрины Карпентер. У этой спектры очень красивый белоснежный скинтон. Как вы видите, время не щадит моих старушек, и некоторые из моих спектр сильно пожелтели. Подруга, ты где так загорела? Что произошло? По традиции монстряшек G3 у нее есть грудной шарнир. Тип тела у спектры как у Клео, с пышными ляшечками. И у моей сильно видны стыки пластика сзади. Какой фееричный провал. Спектра, я прочитала горячую новость в твоем блоге. Неужели выйдет Джина в G3? Да, жду не дождусь. Я чую новость. Образ дополняет пояс с 3 переплетающимися цепями и свисающими кандалами. Образ держится на 2 заклепках. На ногах каменные туфельки с широкими цепями в 3 ряда по подъему. Вместо каблука большой серебряный шар, который символизирует кандалы. У базовой тоже был такой каблучок. И на этом шаре такая текстура, как будто он начинает ржаветь. В первом поколении спектра призрачная сплетница. Улыбочку для призрачных сплетен. Мне нужны слухи. Свежие сплетни. Но и в новом мультсериале она всегда со своим айгробиком. В комплекте у куклы есть телефончик в призрачном чехле, который светится в темноте. В темноте чехольчик словно летающий призрак. Бирюзовый чехольчик с испуганной мордашкой призрака и бантиком. На экране мы видим монструозные приложения. Спектр вне доступа сети. Оставьте сообщение, и она с вами свяжется. Мое любимое приложение — это Snap Monster. Еще у спектра есть планшет в фиолетовом чехле с черепком Monster High. На планшете есть специальный держатель для руки куклы. И на его экране мы можем заметить символы спектры. iPad спектра мы можем убрать в ее милый сиреневый рюкзачок в форме призрака. На кармашке текст с подтеками и написано «Бу». Она может держать его за ручку с рельефом цепей и также носить его на плечах благодаря лямкам. Пугающе мило. Также у спектра есть крутые солнцезащитные очки с дужками в виде цепей под бренд Chanel. В моей коллекции уже несколько спектр, которые носят похожие. По моим источникам, это нечто грандиозное. Для перекуса на переменке у спектра есть наггетсы в форме привидений и острый соус для них. Хочу есть.
Это круто, но вот только красный цвет сильно выбивается из ее образа. С этим острым соусом я снова чувствую себя живой. На упаковке милые призрачки чили. Одна из моих любимых деталей — это вот эти очаровательные наггетсы в сиреневой коробочке с подтеками. Сначала я думал, что это печеньки, и с ними можно было бы попить призрачный молочный шоколад. На мое удивление, призрачки являются отдельной деталью, поэтому лучше закрепить их резинкой, чтобы не потерять. Сзади они реально похожи на печенюхи. Хочу пить. А запивать свой ланч она будет из вот такой вот стильной кружки-банки с промолдированным черепком Monster High. Кстати, полупрозрачная крышка с трубочкой снимается. Мой любимый энергетик для привидений. Когда Спектр прилетает домой с учебы, ее всегда радостно встречает ее призрачный хорек Руэн. Спустя 12 лет они все так же вместе. Хорек символизирует хитрость и ловкость, и как тотемное животное оно идеально подходит нашей Спектре. Полупрозрачный хвостик все так же служит подставкой для питомца. У нового Руэна хвост — это настоящий вихрь. И больше нет промолдированной шерстки на тельце. Глазки мультяшные, добрые, больше нету бантика на голове, ужасающих черных глаз и клычков. И от кроватки Спектры у меня есть лежанка для Руэна. А вы знали, что кличка Руэн происходит от слова «руины»? Друзья, это был обзор на Спектру 3-го поколения, прямо из города Хэллоуин. Напишите свое мнение в комментариях, как вам новая Спектра. Мне она очень понравилась, и я рад, что этот дух вернулся в школу монстров. Отправьте в комментариях сиреневое сердечко, если вам понравилась новая Спектра. Пожалуй, прикинусь призраком и исчезну. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и на мои соцсети, если вы здесь новенький. Увидимся с вами в новых видео. Всем пока! Boom.